Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Сегодня у нас видео для тех шиномонтажей, кто работает сам на себя. А для тех, кому владельцы покупают расходные материалы, это будет не актуально. В интернете много видео про производство балансировочных грузиков своими руками из свинцового лома. Я считаю, что лить из свинца грузы самостоятельно – это слишком трудоемкое занятие. Нужна форма, ее нужно купить. Плавить свинец – дело вредное для здоровья. А если печки нет, то еще и энергозатраты будут очень большие на плавку. Сейчас все больше свинцовые грузы вытесняются вот такими вот стальными. Просто потому, что они дешевле. Так что мы будем делать грузики своими руками, именно стальные. А набивные мы будем восстанавливать бэушные. А свинец, он и так неплохо продается рыбакам, охотникам, дайверам. Переобувка закончилась, в шиномонтаже стало грустно. Займемся сортировкой грузиков. Свинец отдельно. Нам нужны вот такие стальные пластинки от лепких грузов. Навыбирал пластинок вот таких вот. Все одинакового размера, по 5 грамм каждая. Теперь встает вопрос, как очистить их от старого скотча. Если есть у кого интересные идеи, напишите в комментариях. Я не придумал ничего лучшего, как сунуть это все в печку. Остыли заготовки. Сгорел двухсторонний скотч. Продолжим чистить наши заготовки пескоструйной установки. Ссылку на пескоструйную установку самодельную сейчас сделаю в правом верхнем углу. Есть у меня вот такая вот коробочка из канистры сделана. Чистить будем в ней. Вроде чистенько получилось. Изготовил вот такой лоток деревянный с бортиком металлическим для укладывания этих металлических пластинок сюда. По 12 штучек. Так же, как в заводском липком грузике. Скотч будем приклеивать. Вот такой я нашел в мебельном магазине скотч по адекватной цене. Типа немецкий, но произведен, конечно же, в Китае. 10 метров здесь его, 19 миллиметров, как нам нужно. Стоит такой рулончик 10-метровый 175 рублей. С него у нас должно получиться 70 липких грузиков. Обезжирим перед поклейкой.
Кстати, кто знает, где заказать хороший скотч по адекватной цене, напишите в комментариях. Вот таким образом. Качество скотча хорошее, делаю это не первый раз. Но грузики, конечно, в таком виде быстро заржавеют. Нужно будет их покрасить. Уже 2 сезона переобувки ставлю эти грузы. Качество вполне приличное. Конечно, качество зависит в основном от скотча. Этот скотч более-менее вполне приемлемый. Себестоимость составляется из цены скотча в основном. Пачка 50 штук, это примерно 140-150 рублей, учитывая даже обезжириватель и краску. А пачка заводских грузов сейчас стоит около 700. Я работаю один, за сезон примерно трачу 8-10 пачек. В итоге получается около 5000 рублей в сезон. Вот если бы не зимняя безработица, я не стал бы этим заниматься. И уж тем более не стал бы делать их на продажу. Не для себя-то лень сделать 10 пачек на сезон. Так что это только от безделья. Теперь поэкспериментируем со стандартными грузами, набивными. Также в нашу эту дырявую коробочку для пескоструйной обработки, очистки. Набивные, конечно, первый раз буду чистить пескоструем. Посмотрим, что из этого получится. Навыбирал чистеньких, ровненьких, красивых. Все кривые, косые в сторону грузики. Кладем только хорошие. Ну что, 5 минут работы, обработки в пескоструйной камере. Вот такой результат. Чистенькие, красивенькие. Что-то мне даже их и красить расхотелось. Я хотел их покрасить. Кстати, об этом у меня есть ролик. В конце видео будет ссылочка. Кому интересно. А эти я, пожалуй, красить не стану. Они и так красивые, как новые. Свинец окисляться не должен, так что оставляем так, сортируем по ячейкам. Теперь наши липкие грузики осталось покрасить. Вот есть у меня серебрянка. В принципе, можно любой краской. Лучше из баллончика. Баллончик, если какой-нибудь остался, прекрасно было бы. Губкой, поролончиком. Все будет отлично. А имея разноцветные баллончики с краской, можно экспериментировать. Красные, зеленые и так далее. Крашу на второй раз.
второй слой, чтобы дольше не заржавело. Как написано в инструкции краски, между слоями 2 часа. На пачку грузов ушло 2,5 пробочки от 5-литровки краски. Это с учетом, что на 2 раза. Ждем до полного высыхания. Высохла краска. Высушить надо с хорошим запасом, чтобы не прилипли друг к другу. Ну что, не сильно они отличаются. Ну, чуть-чуть цветом, блеском, но это и не важно. Внутри колеса какая разница, какого они там цвета. Все. Кому было интересно, полезно, не пожалейте лайк. Всем пока, до будущих встреч.